Всем привет, меня зовут Анна Трейд, и это проект «Ночь в отеле». Давайте погрузимся в мир идеального гостеприимства вместе и узнаем, какая же она – жизнь после лобби. Я стою в начале Кутузовского проспекта, справа от меня Москва-река и Белый дом. Узнаете локацию? Да, действительно, сегодня мы познакомимся с гостиницей «Украина», а в наше время Radisson Collection Hotel Moscow. Построенная в 1957 году, она была модернизирована в 2007. Седьмая и последняя из высоток в стиле сталинского ампира была создана архитекторами Аркадием Мордвиновым и Вячеславом Молторжевским. Названа так в честь 300-летия воссоединения России и Украины, которое отмечали в 1954 году. Сделать в ней гостиницу планировали изначально, но от названия Драгомиловская отказались. Сейчас отель – это 35 этажей, 501 номер, 1256 картин, диорама Москвы, 57 скульптур, 1100 сотрудников, 19 ресторанов, 26 бутиков, высокотехнологичная студия, смотровая площадка и собственная флотилия. Только первое место, потому что у нас есть возможность быть на первом месте, потому что отель просто в шикарном состоянии. Это уникальное явление, когда вы с суетной Москвы входите внутрь, и вас это пространство обволакивает, начинает у вас какое-то персональное время течь по-другому. Вы замедляетесь, успокаиваетесь. Оно действительно такое здание-хранитель. Вы чувствуете безопасно себя здесь. Величие убранства и пространство холлов покоряют. Кстати, это настоящие цветы, меняют их каждую неделю. Говорят, что стоит это очень дорого, но соответствующее впечатление производит. Первый этаж занимают общественные пространства. Здесь находятся магазины, сверху на потолке нас встречает красочный плафон, чуть дальше диорама, лобби и рестораны, а на втором этаже зал для мероприятий, студия и библиотека. Дополнительно на первом и цокольном этажах расположен один из самых больших фитнес-клубов Европы. Рядом еще одна отличительная деталь – сервис по чистке обуви. Интерьер вызывает следующие ассоциации, словно ты в театре и вот-вот начнется спектакль. Я поняла, в чем особенность. Заходя внутрь, ты не видишь стойки администратора. Перед тобой открывается диорама Москвы. Диорама представляет собой столичный летний день. Создана была специально для выставки 60-летия советской власти, которая проходила в Нью-Йорке в 1977 году. Там она получила золотую медаль, ее хотел купить Нил Армстронг, но ему сказали, что Москва не продается. Экспонат вернулся на родину, хранился на ВДНХ, пережил пожар, потом ветшал в павильоне на улице Намёткина, а в 2005 году его приобрели специально для гостиницы. На восстановление ушло около 3 лет, столько же, сколько на реставрацию самого отеля. Это очень высокоточный макет, то есть он отражает центр Москвы от Софийской до Лужнецкой набережной. И это мы, как говорим, машина времени, потому что вы можете видеть Москву именно такой, как она была в 1977 году. Мы очень гордимся и любим ее. У нас есть аудиогид на 5 языках, включая китайский и арабский. Холлы гостиницы уставлены скульптурами. Всего их 57, и они действительно советского периода. На втором этаже располагается бизнес-центр. Его особенность – собственная студия, которой здесь очень гордятся. Во время пандемии мы приняли решение, что будем делать онлайн-студию, которая до сих пор работает прекрасно. Оно и самое лучшее не только в Москве, а в России. Площадь зала 420 квадратов. Размеры основного экрана 10 метров на 3. Подходит как для проведения онлайн-мероприятий, так и для гибридного формата, что в наше время особенно актуально. Генеральный менеджер Станислав Кондов получил премию лучшего управленца в сфере гостеприимства. Болгарин по происхождению, он руководил отелями в Саудовской Аравии, Нигерии и Эмиратах. В России возглавлял Radisson в Сочи, раскрывает секреты своего метода управления. Ты стараешься общаться с всем, и что они понимали, что они могут общаться спокойно и открыто. Только так ты можешь управлять свои сотрудники там, где нужно. Станислав выучил русский язык, не взяв ни одного урока. Просто попросил работников говорить с ним на их родном языке. У меня такое управление, что я хожу везде. Я общаюсь с людьми в коридор и в лобби, не только гости, а и сотрудники.
Если есть ситуация, которая для них начинает быть сложно, они могут позвонить, и я помогу. Если ты не сможешь дать личный пример, то это плохо. Поэтому каждый момент, когда есть такая возможность, то я делаю это. Потому что только так в этот бизнес можно быть уважением к тебе. Рассказывает о философии бренда. К счастью, в компании есть философия, которая называется «Есекен». И в России один из самых лучших сервисов, потому что мы реально стараемся здесь это гостеприимство показывать везде. А когда ты работаешь в один из самых знаковых отелей, то у тебя нет возможности по-другому, а только лучшему. Чемпионат мира по футболу – один из самых ярких эпизодов в истории отеля. Станислав тогда только вступил в должность, вспоминает то время с радостью. Но самая прекрасная реклама была чемпионат мира. У меня, к счастью, был опыт в 2010 году в Йоханнесбурге, когда был чемпионат мира в Южной Африке. И я уже по-другому подходил к этому мероприятию. Но когда у тебя главный офис FIFA здесь, то, конечно, ответственность большая, все смотрят тебя под лупой. Нужно стараться в самом лучшем виде, есть сервис, общаться и давать это то, что они ожидают, если не больше. Когда начинали выезжать, и когда ты слышишь, что они не ожидали такой сервис, такое гостеприимство, что они хотят вернуться, то ты знаешь, что сделал своя работа. У вас глаза горят на вашу работу, хотя я понимаю, что вы давно уже в этом бизнесе. Вот что вас зажигает? Ну, если ты не любишь эту профессию, то очень сложно быть с такими глазами и быть с улыбками. Конечно, есть и вторая часть жизни, в которой нужно быть очень активной. Физическая нагрузка, она уменьшает психическое. Поэтому баланс всегда нужен. И без него очень сложно быть улыбчивой и управлять с улыбкой. Мы в номере Radisson Collection Luxe. Он отличается от остального номерного фонда. Площадью примерно 170 квадратных метров. Цена от 230 тысяч рублей. Почему такое название? Collection – это премиальная линейка холдинга. И здесь на стенах висят картины других отелей сети. Это самый новый номер в отеле, создан в 2018 году. Пространство состоит из большой гостиной. Здесь одна зона перетекает в другую. Есть барная стойка. Очень хочется позвать друзей и устроить коктейльную вечеринку. Но здесь хочется не только организовать вечеринку, но и просто отдохнуть в этой огромной светлой гостиной, присесть на мягкий диван и расслабиться. Один из самых важных параметров для меня – это, конечно же, вид из окна. Посмотрим, какой он здесь. Окна выходят на реку. Выйти не получится, потому что стеклопакеты двойные, но наслаждаться видом вполне. За этой дверью обособленная спальня. Заходим. Интерьер в спальне лаконичный, но отдельно хочется рассказать про ковровое покрытие. Оно сделано по всему номеру одинаковое и очень мягкое. Мне кажется, что это самая приятная поверхность, по которой я когда-либо ходила. Ну и, конечно, какой люкс без джакузи. Здесь красивое сочетание текстур. Это камень, плитка, дерево и ванная, конечно же, вода. В отеле два эксклюзивных люкса. И если первый отличается барной стойкой, то второй самый большой по площади в Москве. Президентский люкс – это 380 метров чистой роскоши. Цена от 780 до 1 000 000 рублей в зависимости от формата мероприятия и загрузки отеля. Здесь останавливались Ларри Кинг, Роберт Де Ниро, Патрисия Каз, Зинедин Зидан, Софи Лорен. Вообще этот список можно продолжать бесконечно, но давайте лучше посмотрим, что нас ждет. Номер двухуровневый. Жилая зона на верхнем этаже, а мы находимся в пространстве гостиной. Всего в номере 2 спальни с ванными комнатами, гостиная с кухней, большой холл и гостевой санузел. Хочется собрать литературную гостиную или, может быть, устроить музыкальный вечер, посидеть на диванах, выпить чая. Или, как вариант, можно поужинать. А еще, кстати, здесь есть кухня. Чтобы не приходилось долго ждать подачи блюд, все можно подавать сразу после приготовления. Это верхний уровень, здесь находятся 2 спальни. Сейчас посмотрим хозяйскую.
В этой спальне точно можно прочувствовать на себе эффект роскоши. Возможно, я слишком часто говорю это слово, но я не знаю, как иначе можно описать эту обстановку. Яйца Фаберже, коллекционные тарелки, живопись, тоже, конечно же, коллекционная, 50-х годов. В президентском люксе чувствуешь себя по-королевски. Кровать это только подчеркивает. Всего в номере 12 больших окон. И сейчас мы узнаем, на что же смотрят самые известные спортсмены, голливудские звезды и главы государств. А смотрят они на российское правительство. Точнее, на дом правительства, который прямо напротив. Еще одна из особенностей номера – это бронированные стекла. Вы готовы увидеть ванную в номере за 800 тысяч рублей? Точно готовы? Пойдемте. Ванная отделана черным мрамором. Это натуральный камень, и могу сказать, что выглядит это серьезно. Уверена, что понравится любителям классики, но мне больше по душе современный стиль. Косметика Penhaligon's. Я помню, что такую уже встречала в МРИ. Сам бренд основан в 1872 году. При этом владелица компании сейчас утверждает, что их ценности в том, чтобы сохранить историю, но при этом двигаться в ногу со временем. Сейчас я покажу вам комнату, которая меня особенно поразила. И самое удивительное, что это гостевой санузел. Он сделан из натурального оникса. Причем я знаю, как проверить. Сейчас мы это сделаем. Если светится вокруг, значит камень настоящий. Продолжаем изучать отель и поднимаемся на верхний этаж. Еще одна особенность – это панорамная площадка. Расположена она на высоте птичьего полета, примерно 120 метров. Для посетителей ресторанов и гостей отеля вход бесплатный. Обычный билет стоит около 1000 рублей и включает в себя коктейль. Вид открывается на всю Москву, а значит, можно найти и остальные 6 высоток. После реновации отель сильно изменился. Количество номеров сократилось вдвое, зато их площадь увеличилась. У нас, наверное, ни один номер не сильно похож на другой. Они все очень разные по конфигурации, по площади. Но, тем не менее, мы выделили им 11 категорий номеров, которые соответствуют тем или иным запросам наших гостей. 10 и 11 этажи считаются премиальными. На 11 и расположена клубная гостиная, где всегда можно провести переговоры в спокойной обстановке или перекусить в течение дня. Цены, кстати, вполне адекватные. Например, «Цезарь» стоит 770 рублей, а «Клаб Сэндвич» – 1300. Пришло время заселяться в мой номер. Первое, на что обращаешь внимание, это запах. Здесь пахнет очень приятно. Кто-то из подписчиков сказал, что как же так, она не ночует в номере, поэтому теперь ночь в отеле будет вместе с ночью. Это мой номер. Он называется Collection Superior с видом. Это необычный стандарт, чуть повыше, потому что вид на Москву-реку. Честно, мне очень нравится. Он большой, примерно 35 квадратных метров, светлый. На что могу обратить внимание, это на классический интерьер. Я вообще сторонник современных интерьеров, но честно признаюсь, что здесь возникает ощущение, что ты находишься в замке. Мне нравится. А еще вы знаете, как я люблю проверять кровати. Так как это мой номер, мы можем попробовать сделать вот так. И, кстати, я снова оказалась между двумя матрасами. Что и требовалось доказать, это снова два матраса, сдвоенных вместе. Но при этом, так как сегодня я здесь буду спать одна, мне это совсем не помешает. Так что завтра утром расскажу, как мне спалось. И да, подушек мне хватает. Окна не открываются полностью, открываются только на проветривание. Но вид действительно на реку, и он правда завораживает.
А это моя ванная. Она выполнена в классическом, даже несколько восточном стиле. Пространство единое. Здесь нет стеклянных перегородок для туалета и биде. Это и плюс, и минус, потому что стеклянные перегородки, вы сами знаете, за ними все видно, еще и слышно. С другой стороны, это совмещенный санузел, поэтому не так удобно. Еще, кстати, из больших плюсов я считаю, что в люксах и обычных номерах косметика одинаковая. Это очень приятно. Здесь тоже этот же бренд Penhaligon's. Я отправляюсь дальше знакомиться со своим номером, а сейчас хочу попрощаться с оператором и сказать: увидимся на завтраке. Я уже переоделась в халат, чувствую себя восхитительно, осталось только еще сходить в душ. Отель, кстати, тоже эко-френдли. Говорит о том, что можно использовать полотенца и ванные халаты повторно. Так я и буду поступать. Начинается моя ночь в отеле. Хочу сказать, что очень тихо в номере, вообще не слышу соседей, ощущение, что я здесь одна. Подушки антиаллергенные и удобные. То же самое могу сказать об одеяле и постельном. Так что до завтра. Счастье увидеть из номера восход солнца и пробуждение Москвы. Новый день встречаем в 5 утра вместе с шеф-поваром отеля. Чтобы гости максимально комфортно чувствовали себя на наших завтраках, мы стараемся дать гостю, так сказать, максимальное удовольствие от нашей кухни, от нашего ассортимента, который вот вы видите представлен, да. То есть это большое количество сезонных фруктов, это холодные закуски. Всю рыбу мы солим сами. Это обширный салат-бар, включающий порядка 15 наименований. В этом году мы сделали арабский корнер небольшой для наших гостей. Это домашний хумус, салат табуле, это мутабаль из баклажан. Мы готовим 2 вида каши, как дома, как готовила мама. У нас рецепты такие собранные от бабушек, от мам. Все знают эту историю, да, потому что пропадают хэш-брауны сейчас в Москве, да. Мы нашли выход. Прекрасные картофельные оладушки. Каждый день вы можете у нас попробовать. Несколько позиций азиатской станции представлено. В этом году для наших гостей мы попробовали сделать станцию окрошки на завтрак. И гости тоже оценили по достоинству. Можно попробовать окрошку как с кефиром, так и с домашним квасом. У нас большая сырная станция. Здесь порядка 4 наименований локальных сыров, а также европейские. То есть это и пармезан, и горгонзола, рикотта. Также есть фермерская фета, копченый адыгейский сыр, копченый классический сыр. У нас всегда все есть. Первыми рейсами и ягоды, и фрукты какие-то. Бывают заказы от гостей на какие-то, так сказать, необычные фрукты. Да, то есть нам привозят это все. Там и тайский манго, и папайю, и желтые арбузы находят, если надо. То есть мы можем найти все. Хорошая фраза. Здесь станция для заказа омлета, яичницы. А какое блюдо, кстати, самое популярное? Глазунья из 2 яиц. Серьезно? Да, Чаще всего заказывают? Классика. Хотя Классика. при этом есть и бенедикты. И бенедикты, и пашоты, и омлеты, и с авокадо делаем, и с лососем, со всем чем угодно. Но классическая – это глазунья из 2 яиц. Для меня же Александр готовит фирменное блюдо – яйца бенедикт на безглютеновом хлебе с лососем. Приятного аппетита. Спасибо. Присядете со мной? Попробую. Очень нежно. Завтраки в отеле были признаны лучшими по версии премии Russia Hospitality Awards. Более 160 позиций. Можно месяц жить здесь, так и не попробовав каждое блюдо. Стоимость 3650 рублей на человека. Мы с моей командой очень, так сказать, трепетно относимся к нашему завтраку. Стараемся постоянно, регулярно что-то вводить новое, обязательно соблюдать сезонность продуктов, обязательно стандарт качества должен быть, да. Мой день начинается с того, что я просматриваю всю шведскую линию завтрака. Смотрю все недочеты, обязательно фиксирую, что нравится гостям, что не нравится. Александр рассказывает о своем карьерном пути.
Я горжусь, что я работаю в этом отеле и работал, так сказать, от начала. Я прошел путь от повара здесь, да, и стал главным шеф-поваром в этом отеле. Я поработал с многими известными, именитыми шеф-поварами. От каждого взял что-то для себя. Это большой опыт. Это был мой долгий путь, и у меня впереди еще очень много идей. Столовое серебро бренда Артур Прайс. Набор на 12 персон стоит около 500 тысяч рублей. Можно представить, в каких объемах оно закуплено для отеля. Поверьте, за одну программу невозможно показать все. Надеюсь, что вы обязательно посетите Radisson Collection Hotel Moscow, увидите своими глазами это великолепие и почувствуете незабываемую атмосферу. Отель с традициями, культурой показывает, как нужно беречь и чтить историю, но при этом отдаваясь этому быстро меняющемуся миру, оставаясь собой. А теперь любимая рубрика «Конкурс». Угадайте, откуда будет следующий выпуск, и сможете выиграть 2 приглашения на завтрак в Radisson Collection Hotel Moscow, гостиница «Украина». Я надеюсь, что мне удалось передать вам атмосферу этого знаменитого и такого особенного отеля. Лично для меня он стал открытием. Монументальное здание, величественные интерьеры, огромная коллекция искусства, а главное, здесь работают люди, которые действительно любят свое дело. Я буду благодарна вашим реакциям и лайкам, а меня зовут Анна Трейд. До встречи в следующем отеле.